Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Сегодня у нас 2 июля, 30 градусов тени, на солнце 40. Делать ничего не хочется. Хочется лежать под вентилятором и все. Решил снять просто небольшой ролик по поводу, по отчетности, скажем так, раз уж показываю, как садил, как окучивал, ну покажу, что уже растет, что не растет. На заднем фоне мой огород. Выше выбрал я ракурс этот не просто так. Здесь меньше всего сорняка. С обратной стороны, где я обычно снимаю, там сорняк просто прет. Ну потом покажу. Здесь вот хорошо все видно. Некоторая картошка до сих пор встает. То есть либо она какая-то затяжная, либо просто глубоко посажена. Но почему рядом картошка, когда садил на одну глубину, ботва такая, а в некоторых только выходит еще. Она была, скорее всего, плохо подготовлена к посадке. Ну, в общем, так. Так она, в общем, у меня выглядит. Все нормально. Вот я не знаю, видно ли на камеру, межборозенное пространство, нижняя часть, вот все сырое. Это я к тому, что говорил, что воды у меня много на участке, на огороде. Для тех, кто не знает, это все было раньше дремучим кустарником, лозинником, всем чем угодно, но не огородом. По большому счету, этот огород первый год у меня. Именно посажен, отработан, посажен и прочее, прочее, прочее. В прошлом году я садил картошку, но прошли дожди, а кучить было нечем. Техники не было. Ну и как бы огород мой в прошлом году где-то процентов 70 урожая сгнило. В этом году, соответственно, все значительно лучше. Просто вот не раз, и не в 2, и не в 3, а в 10 раз. С сорняком я что в прошлом году, что в этом не боролся. Ну, и боролся один раз в этом году. Я использовал гербицид, агрокиллер, до того, как ботва показалась. Это в ролике есть. Задали, кстати, мне вопрос, что с собачкой с моим, с Одином. Сейчас я покажу, иди сюда. Ой! Фу. Покажи глазик свой. Ну, покажи. Ай, сиди ты. Ну, что такое? Ну, что? Вот его правый глазик. Где-то. Вот он. Правый глазик у него. Да. Покажи. Вот, видно, насколько видно. Правый глаз у него сейчас зашит. Вставлена какая-то трубочка. Дело в том, что от рождения у него был, как это называется, дермоид. Дермоид – это доброкачественное образование в глазу, которое можно удалить. По большому счету, это кусочек кожи, который дермоид роговицы. Этот кусочек кожи находится в глазу у собаки. Вначале даже заводчица его не видела. Я обратил внимание на следующий день после приобретения Одина. Это дермоид, кусочек кожи, на котором растут волосы. Если вот забьете в Яндекс, там есть фотографии дермоид роговицы. И там в глазу кожа и волосы. И вот то же самое у Одина. Потому он ходил в расширительном ошейнике, там как его, тубусе, или как его там называют еще. Операция проходила в Витебске. Девушка Любовь Александровна проводила операцию. Хорошо вроде сделала. Ну, скоро поедем швы снимать, там уже будет видно, что там получилось, что не получилось. В общем, удалила она. Если это не удалять, то у собаки постоянно течет слеза, то есть волос травмирует глаз постоянно. Есть такое образование и у людей. Оно, я так понимаю, крайне редко встречается, но бывает. У собак чаще. В общем, ничего серьезного, только что недешево. Так что вот поначалу он бегал в конусе буквально 3 дня. Но это, конечно, еще та мука для собаки. Во-первых, неудобно, цепляется за все. Так еще и жарко очень сейчас. Дня через 3 уже мы сняли, начали присматривать, чтобы не чесал, ничего. Ну и как бы постепенно, на 4-й день мы уже его не одевали, этот больше раструб. На 4-й день раструб мы больше уже не одевали. Ну это что касательно
овчарки моей. Касательно огорода, я уже сказал. Вот в нижней части земля очень влажная. Вот эта часть огорода, которую я показывал, она самая влажная у меня. Сюда как бы стекает постепенно вся вода. Потому по этой части у меня здесь дренажная канава сделана, здесь отводная такая. Колорады не дремлют, колорады работают также. Обрабатывал я от колорадского жука российским препаратом Танрек, там 1 грамм на 5 литров. С помощью опрыскивателя своего обрабатывал. Вот я вчера обработал, и уже сегодня смотрю, что уже лапки подогнули. Нет, где-то еще живые, но в основном уже валяются личинки и жуки. Я, кстати, никогда не задумывался о том, что колорадский жук ест ботву, съедает ее полностью. Да? Я не задумывался о том, что именно личинки, оказывается, паразиты самые. Жуки-то они только оставляют эти яйца и все. А потом, когда личинки вылупляются, тут как взрыв такой происходит. И только была ботва и нет ботвы. Как бы я просто не задумался о том, что самые обжоры — это личинки красненькие, которые впоследствии станут полосатыми. Сейчас покажу серединку, край, и зайду с обратной стороны. Так, это вот у нас середина огорода. Уже почему-то именно в середине, особенно в этой части, вот здесь у меня совсем как-то слабо по картошке, по ботве. Но опять же, вот здесь, в этом месте, в прошлом году был эффект батута, когда настолько водонасыщено все, что ты вот можешь напрыгать, и у тебя земля начинает ходуном ходить. Вот задняя часть, верхняя точка. Здесь я не окучивал, потому что первые 4 борозны шли под картофелесажалку. Потом, когда я с ней замучился, я бросил, перешел на вручную разбрасывание картошки. И здесь не был соблюден размер. И окучником я не мог проехаться, чтобы убрать сорняк, по той причине, что колесо ехало прямо по картошке, чтобы окучник шел по центру. По итогу я это дело забросил. Так вот оно потихонечку и обрастает. Но опять же, в этом году это скорее запуск. Это не умудренная опытом работа. Это первая посадка под мотоблок. И как бы вот так. Для первой посадки, я считаю, все очень неплохо. Вот. Часть огорода, которая мы были сейчас с противоположной стороны. Сейчас мы, получается, с лицевой части огорода. Проса растет. С ним я так и не добрался, чтобы побороться. Как бы, и бог с ним. Здесь сорняка больше, особенно в этой части. Почему-то там ниже уже меньше. Как-то вот так. Может, стоило еще раз окучить, но уже ботва высокая. И вот я даже не знаю по поводу окучивания. Мне кажется, уже слишком она высокая ботва, и мотоблок может ей навредить. Это по окучиванию к тому, что сорняк пошел уже по низу борозн. Напомню, ни навоза, ничего на огороде у меня нету. В прошлом году вообще ничего не делал. Просто посадил, то, что выросло, то выросло. То, что все остальное сгнило. В этом году обрабатывал только 1 раз агрокиллером. Ни навоза, ничего нету. И земля относительно недавно была еще лозильником, кустарником, чем угодно, но не огородом. Переедем на серединку. Это у нас середина. И, соответственно, нижняя часть, нижняя лицевая. Уклон в таком виде находится. Там верх, здесь низ. Здесь все красивее. Сорняка здесь значительно меньше. Сорняк почему-то сконцентрирован в верхней части. Меня попросили сделать обзор на 143-ю Husqvarna. Как бы я вот не совсем понимаю, почему. Может быть, да, я для кого-то хорошо рассказываю, кому-то нравится. Ребят, у меня нету 143-й Husqvarna. Как я могу давать обзор? Я ж вам, ребят, не продавец и не мошенник, чтобы пытаться рассказать о том, чем ни разу не пользовался. Это вот как придешь в магазин, что-то я как-то телевизоры смотрел, думал взять в рассрочку.
И как обычно продавец подходит, там та-та-та-та-та-та, у меня почти такой же дома есть. Вот чего не коснись, у них все есть дома. Это у них такая психологическое давление такое на человека. У меня такой же дома есть, либо почти такой же. Очень советую, замечательная вещь. И работает у меня уже, допустим, 4 года. Ну, в общем, так вот. Ну, что мне говорить о 143-х Husqvarna? Да ничего. Я с ней не работал, 250-ю я взял у соседа, с ней поработал чуть-чуть. Как бы 250-я, ну, хорошая, крайне дорогая, все. Чемпионы, да, вот у меня у знакомых чемпионы, по ним вообще могу сказать, замечательно. Ну, в общем-то, по огороду все. Отчетность показал свою, растет, что быстрее растет, проса или картошка, все-таки картошка чуть побыстрее. Ну, пропалывать, буду чуть-чуть ходить, пропалывать. С Колорадо не заморачивайтесь. Ну, вот желательно Танрек использовать и выкапывать не раньше, чем через 40 дней. Чтобы полностью растворился, чтобы, ну, как бы распался. Ну, так рекомендовано. Там вообще, по-моему, 2 недели, ну, тут 40 дней. Ну, пока на этом все.